Ага. Давайте внимательно посмотрим, чем мы сейчас с вами занимаемся. Каждый здесь присутствующих. Кто-то выступает на сцене, кто-то слушает его, кто-то, наверное, ковыряется в носу, кто-то пьет воду, может быть, кто-то ездит в метро сейчас, кто-то спит, кто-то умирает, неважно. Каждый занят каким-то своим делом сейчас вот на нашей планете, прямо в эту секунду времени. Однако все это мы делаем для того, чтобы получать удовольствие. В конечном итоге наша конечная цель, на которую мы рассчитываем, выполняя совершенно разные действия на протяжении нашей жизни, так или иначе, это получение удовольствия. Однако, если мы положим руку на сердце и буквально посмотрим сейчас на то, что с нами происходит, мы обнаружим, что мы не всегда получаем удовольствие. Мы делаем очень много действий для того, чтобы получать удовольствие, однако его не всегда получаем. И на протяжении нашей жизни у нас рано или поздно возникает осознание этого внутреннего конфликта, согласно которому мы начинаем искать какие-то решения во внешней среде. Мы начинаем, исходя из нашего предыдущего опыта, из всего нашего опыта жизни, из опыта наших предшественников в жизни, всей нашей нации, мы начинаем искать какие-то решения, которые могут нам вернуть способность получать удовольствие в жизни. Кто-то считает, что можно купить, допустим, машину или телефон новый и получить от этого удовольствие. Это правда. Вот вспомните, у многих из вас есть телефоны сейчас с собой. Вот вспомните, как вы чувствовали, какие ощущения у вас были, когда вы первый раз его держали в руках, когда вы приобрели первый свой телефон, там iPhone или, я не знаю, йотафон какой-нибудь, что сейчас там модное. Вот. Вспомните просто это ощущение. Наверное, то, что вы сейчас ощущаете, уже позже, немного другая картина. Более того, какие-то социальные отношения, какой-то социальный статус тоже не дает вот такого непрерывного удовлетворения. Мы делаем что-то, безусловно, для того, чтобы вернуть себе способность получать удовольствие, и краткосрочно мы получаем удовольствие, однако впоследствии эта способность, она уменьшается, она теряется, и на протяжении опыта жизни эта способность еще, так сказать, больше снижается, и при этом увеличивается потребность в стимулах. У этого есть физиологические объяснения, у этого состояния. Дело в том, что есть такое чувство, есть такой закон психофизиологический, согласно которому каждое последующее раздражение нашей системы, нашей нервной системы приводит к тому, что система меньше и меньше реагирует на любое раздражение. Это эволюционный механизм выживания, в природе не придумано ничего просто так. И если мы попадаем в какие-то обстоятельства, угрожающие жизни, мы можем к ним привыкнуть. Так и одновременно, чтобы мы не стояли на одном месте, мы привыкаем к стимулу внешней среды, и таким образом мы непрерывно вынуждены действовать во внешней среде. То есть мы не можем остановиться, мы живем. Однако у этого свойства есть отрицательная сторона. Дело в том, что если мы пытаемся за счет каких-то действий во внешнем мире достичь состояния удовольствия, удовлетворенности, мы не можем этого в принципе сделать, и с каждой итерацией, с каждым шагом наша способность получать удовольствие от внешних действий, она снижается. Одновременно с этим важно вспомнить основной психофизиологический закон Вебера-Фехнера, согласно которому для того, чтобы мы вообще в принципе почувствовали разницу между двумя раздражителями, необходимо, чтобы второй раздражитель был как минимум в 2 раза более мощным, чем первый. То есть если нам, например, предъявить к 4 горящим лампочкам 6 лампочек, мы особенную разницу между 4 горящими лампочками и 6 не заметим. Но мы заметим разницу, когда рядом с 4 лампочками будет гореть 8 лампочек. Это базовое свойство нашего сознания. Соответственно, чем больше мы стремимся на протяжении своей жизни за счет своих собственных действий во внешнем мире, за счет каких-то обстоятельств, за счет материальных стимулов, за счет, возможно, каких-то концепций, за счет каких-то мотивационных тренингов, за счет гуру разных, всевозможных учителей достичь состояния удовлетворения, получить удовольствие, чем больше мы стремимся это делать, тем меньше у нас это на самом деле получается. И в конечном итоге любая попытка человека через собственные вот эти самостоятельные усилия достичь удовольствия, вернуть состояние удовольствия в свою жизнь, обречено абсолютно полностью на провал. И это доказано в экспериментальных работах. Можно вшить непосредственно в голову и животным, например, и человеку электроды в зону получения удовольствия и дать кнопку, которую нажимаешь и получаешь удовольствие. Вот такого рода животное или человек, он отсоединяется от окружающего мира и за очень короткий период времени погибает, потому что
Мы так устроены, как элемент внешней среды. Мы являемся порождением внешней среды. И самостоятельными действиями исключительно мы не можем достичь настоящего состояния счастья. И мы становимся зависимыми от объектов, которые нам дают краткосрочное какое-то насыщение. Поэтому ни один наркотик, ни алкоголь, ни какая-то концепция не могут привести нас к состоянию счастья, к состоянию непрерывного получения удовольствия. Хотя, я еще раз напомню, что мы делаем все наши действия для того, чтобы получать удовольствие, и, по идее, должны были бы купаться в потоках удовольствия, но этого не происходит. Нет и возможности разработать какую-то универсальную таблетку или биотехнологический способ для того, чтобы непрерывно находиться в получении удовольствия. Даже если мы решим те проблемы, которые есть сейчас в физической сфере, в сфере физического, например, здоровья, либо в сфере материально-экономической, мы не сможем дать себе возможность непосредственно получать удовольствие через какие-то действия, через какие-то манипуляции, связанные с внешним миром. Но, однако, мы все так действуем, и это формирует такой синдром отложенной жизни, который всем, наверное, известен. Сначала нам кажется, что нам нужно закончить вуз, и чтобы вот тогда жизнь у нас начнется. Или, например, создать свой бизнес, и вот тогда у нас все понесется, опять же. Или, может быть, кто уже создал, там нужно жениться обязательно на определенном каком-то человеке, там из определенной социальной группы. Или, может быть, завести детей, или заработать миллион. Или, может быть, каким-то особым образом питаться, например. Или уехать в какую-то страну, жить там необычную, или жить там на островах. Или, может быть, там человеку нужно опять что-то, или нужно ему стать соответствующим общественному мнению, стать лидером каким-то, или, может быть, ему нужно научиться соответствовать своим внутренним принципам, не имеет значения. То есть у нас постоянно есть некоторая концепция, за которой мы устремляемся постоянно вперед, и непрерывно мы живем в состоянии отложенной жизни, когда нам кажется, что что-то должно с нами произойти, что-то случиться, чтобы у нас была возможность получать состояние удовольствия. В конечном итоге нас это приводит к кризису среднего возраста, который напоминает печальный анекдот. В магазин завезли фальшивые елочные игрушки. Выглядят они как настоящие, только радость не дают. Состояние кризиса среднего возраста хорошо знакомо нашей планете, и в общем, та картина, которую я рассказываю, она, по идее, должна приводить к тому, чтобы в мире было достаточно много депрессивных людей, которые весьма грустные, унылые, и, в общем-то, это должно приводить к большим проблемам. Ну и, в общем-то, мы это наблюдаем. По данным Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере 25% населения перенесли депрессивный эпизод, как минимум, в жизни. То есть четверть присутствующих здесь знают это состояние точно. И это только официальная статистика. А среди наших знакомых я не уверен, что много людей обращается к психологам, психотерапевтам, стоят на учете в психоневрологическом диспансере там, с диагнозом депрессии. Вот, то есть подозрение есть такое, что намного больше людей испытывает эти состояния, вот, чем нам может показаться по официальной статистике. Но даже на сегодняшний день уже депрессия – это причина номер один нетрудоспособности во всем мире. Это, я еще раз подчеркну, чисто официальные данные, которые не включают в себя огромный массив людей, которые даже не имеют доступа к качественной помощи. Это основная причина самоубийств, больше 60%, 1 миллион самоубийств от депрессии. Наконец, к 2020 году, по данным научных исследований, если тренды все сохранятся, которые сейчас в мире происходят, депрессия станет номер один киллером, опережая сердечно-сосудистые заболевания и онкологические заболевания. Вот. В общем, может статься то, что состояние, в котором мы находимся, вообще все человечество, это такое действительно очень унылое состояние. И можно было бы, конечно, сейчас закончить на этом лекцию, вот, расстроиться, вот, разойтись в унылом очень состоянии, потому что, ну как, если никакие действия не помогают, в общем-то, что об этом тогда говорить, надо идти дальше. Вот такая меланхолия по Ларсу Триеру. Вот. Но мы так не будем делать, потому что все-таки состояние счастья – это физиологическая норма. Это огромное, супер такое, наверное, может быть, важнейшее открытие, с которым бы я хотел, чтобы вы ушли сегодня, зная это. Вот. Согласно физиологическому определению, счастье, или, ну, знаете, как для меня более близко, как врачу, слово «здоровье», это состояние оптимальной жизнедеятельности с положительным эмоциональным тонусом и творческой самореализацией. Это определение здоровья, сформулированное академиком Академии медицинских наук Константином Викторовичем Судаковым, моим учителем. И, в общем-то, из этого определения исходит, что состояние счастья является нормальным для нас. И если мы устраним что-то, что мешает возникновению этого состояния нашей жизни, или, скажем так, мы осознаем то, что мешает состоянию нашей жизни, счастье может автоматически вернуться в нашу жизнь без каких-либо специальных внешних достижений.
Ну а для того, чтобы понять, как это происходит, мы разберемся сначала, как регулируется наша высшая нервная деятельность, и мы сможем понять, что же мешает поддержанию состояния счастья. Наш соотечественник Иван Петрович Павлов, академик, лауреат Нобелевской премии по медицине, получил, собственно говоря, эту Нобелевскую премию за открытие базовых законов высшей нервной деятельности. Согласно его теория, поведение живой системы и восприятие живой системы полностью зависит от стимулов материальных среды, от стимулов прошлого. Ну и это очень сильно напоминает ту картину, о которой мы говорили. То есть по-хорошему из павловской теории исходит, что наше счастье зависит от стимулов каких-то внешней среды, то есть от чего-то такого, что происходит вокруг нас. Но мало кто знает, что Иван Петрович под конец своей жизни пришел к сознанию, что не только материальные стимулы могут приводить к поведению системы. Он открыл понятие динамического стереотипа, и более того, он написал фундаментальную работу «Рефлекс цели», в которой он обозначил определенные подвижки своей теории. Он стал смотреть дальше, куда она может развиваться. И в работах ученика Ивана Петровича Павлова, академика Академии наук, Академии медицинских наук СССР Петра Кузьмича Анохина, было доказано в экспериментальных работах, что не материальные стимулы определяют поведение живой системы, а результат, полезный результат, который находится в будущем, через информацию о нем, которую мы более привыкли называть как цель, определяет поведение системы. Это непростая информация. Для того, чтобы она дошла до нас, мы проведем небольшой эксперимент. Сейчас перед вами на экране будет две команды людей в белых черных одеждах. Ну, тот, кто видел этот эксперимент, могут просто отдохнуть и помолчать. А тот, кто не видел этот эксперимент, это тест на внимание, необходимо пройти этот тест. Нужно посчитать, сколько раз люди в белом перекинут друг другу мяч. Просто посчитай, сколько раз они перекинут друг другу мяч. Попробуйте, пожалуйста. How many passes does the team in white make? Удалось кому-нибудь это сделать? Кто смотрел, во-первых, кто считал? Поднимите, пожалуйста, руки. Потому что, может, кто-то не считал, да. Вот из тех, кто считал, я надеюсь, тоже, наверное, удалось посчитать. Ну, назовите какие-нибудь цифры, кто? 13, да. И главный вопрос, собственно говоря, кто увидел огромного человека, танцующего лунной походкой в костюме обезьяны? Ну, единицы, да? Ну, в общем, давайте посмотрим внимательно. Как это было? Это тот же самый ролик, никто ничего не менял. Вот, посмотрите, видите? Медленно уходит. Да, очень нелегко. Цель определяет наше восприятие и поведение живой системы. Из этого исходят очень важные выводы. На самом деле, наша жизнь, вся жизнь, наша совокупность, наша жизнь есть результат наших целей, а не случайное стечение обстоятельств, как может показаться. И более того, наша способность быть счастливым – это результат нашей цели. Более того, наши неприятные состояния, наши проблемы, которые мы переживаем, исходя из этого, это тоже результат наших целей. Как это происходит? Откуда это берется? Посмотрите, пожалуйста, если мы считаем, находясь в состоянии неприятности, переживая проблемы, если мы считаем, что изменив что-то в сочетании стимулов, мы достигнем состояния удовлетворенности, мы заблуждаемся, потому что цель определяет наше восприятие поведения. И если мы боремся с миром, пытаемся поменять те стимулы, которые, как нам кажется, вызвали наше неприятное состояние, мы лишь только его воспроизводим. Это состояние становится цикличным. Для того, чтобы выйти из этого состояния, необходимо, чтобы цель переместилась из прошлого в настоящее. Враг номер один, который мешает нам оказаться в состоянии, в общем-то, удовлетворенности или счастья, это долженствование. Это состояние, в котором нам кажется, что мир должен быть другим, или я должен быть другим, или люди, которые меня окружают, должны быть другим. Или, например, такое состояние, когда мне кажется, что у меня не должно быть долженствования, например. Это тоже долженствование. В общем, долженствование – это правда враг номер один, который очень много мешает жизни, и даже долженствование относительно долженствования нам мешает. Вот на английском языке слово masturbation очень круто это объясняет. Так вот, чтобы выйти из этого состояния, это состояние, оно, безусловно, приводит нас к глубоким сожалениям постоянно. Вы знаете, человек живет, он постоянно всем
ну, вообще он должен всем, все ему должны. Вот сплошное долженствование, он очень грустный, безусловно, в этом состоянии. Вот, и он жалеет об этом. Вот страшно то, что на самом деле человек всю жизнь так жалеет, и в конечном итоге он приходит к этому осознанию только перед смертью. Вот в известной очень работе книги австралийской медсестры Бронни Веер «5 наиболее частых причин сожалений перед смертью», она работала с людьми, которые испытывают околосмертные переживания, было показано, что самое частое переживание околосмертного человека следующее: у меня не хватило мужества оставаться верным себе и жить своей собственной жизнью, а не так, как от меня этого ждали другие. Ну и, в общем-то, другие. Я слишком много работал, мне не хватало смелости откровенно выражать свои чувства, я так мало общался с друзьями, я не позволял себе быть счастливым. Вот 5 самых главных сожалений. И они свойственны для всех людей. Чем выше человек забирается по социальной иерархии, тем больше он зависит от достижений, тем больше он скатывается потом в состояние неудовлетворенности, тем выше планку ему опять нужно преодолеть, тем больше, в большем количестве стимулов он нуждается. И такой человек, как правило, приходит и к наркотической зависимости, потому что наркотик хоть на время дает почувствовать себя человеком. Вот. Ну и такие люди часто заканчивают жизнь самоубийством. Никто от этого не застрахован. И по своему опыту я могу сказать, что очень многие и известные люди, наши в том числе, делают игру замечательных счастливых семей и людей, но на самом деле, обращаясь к специалистам, испытывают огромные трудности в своей жизни. Таким образом, нам необходимо состояние принятия, отказа от долженствования, в том числе, конечно, включающее в себя и принятие долженствования, потому что это часть нашей природы. Но вот это состояние покоя, искомое состояние покоя, которое невозможно достичь концептуально, от того, что вы сейчас услышите об этом, вдруг не все не станете сразу же спокойными. Вот. Но тем не менее, это состояние, оно является целевым состоянием, которое помогает нам по-настоящему быть счастливыми людьми и видеть мир совершенно по-другому. С биологической точки зрения, это состояние помогает активировать гены, связанные с производством энергии, помогает активировать механизмы саморегуляции, улучшить иммунитет, повысить чувствительность к инсулину, снизить артериальное давление, ну и, в общем-то, в целом психологическое состояние улучшить. Это доказано в рамках множества совершенно научных исследований. И состояние принятия или осознанности, кто-то называет это еще состояние медитации, как угодно, в общем-то, мы можем действительно быть счастливыми, но и даже многие виды спорта, например, виды человеческой активности, они основаны на то, чтобы приблизить человека к этому состоянию. Состояние, в котором стихия властвует над нами, в котором нет другого способа достичь успеха в деятельности, если не принимать, если пытаться контролировать каждый шаг, каждый момент, не доверяя своему телу и не доверяя стихии, считая, что должно быть и может быть как-то по-другому. Вот, собственно говоря, экстремальные виды спорта и даже, например, катание на парусных видах спорта, оно помогает приблизиться к этому состоянию, но, опять же, не является это решением проблемы. Мы находимся в состоянии, в котором мы находимся в цикле. Непрерывно с нами происходят определенные события, мы непрерывно пытаемся сопротивляться этим событиям, и цель определяет наше восприятие и поведение. Соответственно, для того, чтобы мы вышли из этого восприятия, мы находимся в таком порочном замкнутом цикле. Нам нужно что-то еще. То есть те знания, о которых у нас сейчас мы говорим, они известны каждому из нас, они распространены в интернете, но не все находятся в состоянии принятия, у всех есть депрессия в этом мире. Поэтому что-то другое должно быть. Нам необходимо вспомнить о цели. И как об этом вспомнить? Очень коротко важно осознать, как цель берется в нашей жизни. Дело в том, что согласно теории функциональных систем, цель наша на организменном уровне, на психическом уровне определяется системами социального уровня. В работах известного ученого профессора Николаса Кристакиса, который сейчас руководит Институтом сетей в Ельском университете, а ранее работал в Гарварде, было доказано, что наше социальное окружение определяет все, что мы чувствуем, думаем и делаем. Более того, ключевой фактор, определяющий наше здоровье, это здоровье окружающих. Наше сообщество, которое мы хорошо видим в социальных сетях, полностью ориентировано на достижение, на социальный некий успех, на следование каким-то определенным нормам внешней среды, которые прогнозируются внутри нас. Мы постоянно ждем поощрения и разочаруемся от того, что это поощрение не получаем. Мы сравниваем себя с другим, мотивируемся на действия к разным ложным целям, не находящимся в настоящем. И в конечном итоге это приводит нас к снижению удовлетворенности. По данным исследований университета Гумбольдта, одной из известных сетей, оказывается, в течение месяца даже можно
существенно ухудшить свое качество жизни и здоровья, пользуясь даже социальными сетями. Однако мы можем этот механизм использовать, повернуть во благо. Для этого нам нужно создать социальную сеть или создавать социальные группы, в которых люди помнят о настоящей цели, знают про принятие и знают, что долженствование – главный враг. Но чтобы эта сеть сработала, необходимо, чтобы между элементами сети соблюдалось главное правило жизнедеятельности живых систем по академику Анохину. В живых и технических объектах между начальным и конечным звеном должна быть передача информации без потери смысла. Если мой мозг теряет контакт с клетками мышц на руке, я не могу шевелить рукой, я чувствую это состояние как болезни. Мое состояние здоровья и мое сейчас выступление программируется нашей общей социальной целью. Если я чувствую рассогласование в социальной среде, это отражается на моем здоровье. Поэтому главным законом поддержания здоровья и хорошего самочувствия является честность во всех отношениях. Без этого состояния невозможно, в принципе, оказаться в состоянии принятия. И единственный человек, которого мы обманываем в своей жизни, это только мы сами. Поэтому устранение самообмана, выход из самообмана, одновременно с этим принятие состояния таким, какое оно есть, потому что мы воспринимаем его всегда с задержкой, является ключом к тому, чтобы оказаться счастливым и здоровым. Таким образом, нам всегда необходимо помнить о цели, нам необходимо создавать сообщества, в которых люди знают про принятие, про честность. И, конечно же, мы не можем сделать это изолированно, нам необходима группа людей. И самая ближняя группа – это наша семья, это наши друзья, это люди, с которыми мы контактируем по работе, это даже наши клиенты. Мы, в свою очередь, создали терапевтический инструмент, социальную сеть SUS-комьюнити, в которой каждый человек, присоединяющийся, может существенно улучшить свое качество жизни, физическое здоровье в течение месяца. По данным независимого исследования Всемирной организации здравоохранения, психическое здоровье на 25%, то есть в среднем где-то на четверть. Это очень серьезные данные, и они проверяются в том числе и независимыми исследованиями зарубежными. В общем-то, для того, чтобы быть счастливым человеком, необходимо принимать реальность, практиковать тишину, отказаться от долженствования, при этом помня о том, что долженствование – это естественная часть нашей жизни, их тоже остается принять. Второе – это найти единомышленников, объединенных здоровыми целями, или создать свое сообщество. И, наконец, следовать за настоящей целью. Это состояние оптимальной жизнедеятельности в моменте настоящего с положительным эмоциональным тонусом и творческой реализацией. То есть не бежать во внешнем мире в поиске каких-то способов достижения удовольствия, а творить и следовать вот этим принципам, постепенно счастье автоматически раскроется, но для этого необходимо быть честным. Будьте здоровы!